Задержанный во время протеста в Казахстане, известный криминальный авторитет Дикий Арман сегодня отмечает 37-й день рождения в заключении. Армана Джумагильдиева по прозвищу Дикий Арман подозревали в организации массовых беспорядков, незаконный оборот оружия и в похищении. Но позже, как выяснилось по словам наших источников, с правоохранительных органов данным по делу, с него сняли статью «Госпереворот и насильственный захват власти» и оставили ношение и перевозку оружия, боеприпасов и участие в митингах. Сам Джумагильдиев уверяет, что во время массовых протестов в стране он пытался успокоить ситуацию. Даже судя по видео можно увидеть, где авторитет призывал избегать мародерства, не слушать провокаторов и не заниматься разбоем и бандитизмом. В этом его даже поддержали общественные деятели. Но позже на них тоже завели уголовное дело за поддержку криминального авторитета. Из них Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата. Он находится под следствием по разным причинам. Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента и государственного тренера Федерации бокса Казахстана после того, как он открыто поддержал в социальных сетях криминального авторитета. На него были давления от правоохранительных органов. Несмотря на это все, сегодня в своем фейсбуке известный правозащитник, публицист и автор книг «Катарсис» Вадим Курмашин опубликовал смелый пост. В своем посту он рассказывает свое мнение про Дикого Армана. Сегодня день рождения у человека, Арман Джумагильдиев, которого одни называют гангстером номер один, другие меценатом и героической личностью. Когда-нибудь история все расставит на свои места. Но факт, более отчаянно смелого человека в своей жизни я не встречал. Его поступки в местах, где человеческую жизнь можно списать как гнилой матрас, граничили с самоубийством. В ВК Заречного он воспрепятствовал торговле героином, противопоставил себя вековому укладу воровских традиций, взял и сломал челюсть смотрящему, проигнорировавшему его предупреждение. За что насквозь коррумпированным тюремным ведомством был экстренно этапирован в самый жуткий тюремный ад Казахстана ИК-29, где человек в робе являл собой безвольное насекомое с утра до ночи, марширующие на плацу и мечтающие как бы безболезненнее сдохнуть прямо сейчас. В этом аду Арман снова демонстрирует отсутствие у себя инстинктов самосохранения и поднимает беспрецедентный за всю историю Казахстана бунт. Требование смертников – предоставить доступ к СМИ. Это единственное, что они хотели. Но получили кровавое подавление и смерти смельчаков. Когда войска вошли, Армана и его товарищи отконвоировали в подвалы СИЗО Кокшетау, где тупо забивали насмерть. Их спасло внезапное появление на горизонте депутата Европарламента Джо Хиггинса. Парней подняли в нормальную камеру, бить перестали. На свободе сегодняшний именинник также много чего сделал, достойного экранизации. Я все чаще задумываюсь о написании сценария к сериалу «Дикий Арман», поскольку убежден, Арман – это сама иллюстрация новейшей истории Казахстана, а в чем-то и пример личности нашего времени, способного на поступки. Кстати, в пору пандемии, когда отечественное здравоохранение крысило миллиарды средств, оставив больницы без самого необходимого, лишь один Арман оказал столь масштабную помощь своим соотечественникам. Миллионы долларов были израсходованы на поставки ИВЛ и медпрепаратов, и, кстати, именно по моему настоянию эта помощь стала тиражироваться в соцсетях. Сам Арман на начальном этапе был категорически против такой рекламы себе. Я его буквально уговорил передачу столь жизненно важной помощи фиксировать на камеру и размещать в соцсетях. Я наивно полагал, что его примеру последуют наши олигархи, буржуа-оппозиционеры. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте